Добрый день, я Наташа Комиссарова, и добро пожаловать. Сегодня я покажу вам, что я делаю, все свои процессы. У меня их немного, и в отличие от обычной ситуации, у меня нету много процессов в работе, потому что некоторые процессы у меня закончены, я вам сейчас их покажу, а некоторые мне надо было очень быстро связать, и поэтому я решила сконцентрироваться на одном или следующем процессе, а потом уже начинать разводить много и спокойно их вязать. Я закончила 2 работы. Это шапочка и свитер. Я вам покажу обе работы. Я специально сняла отдельно кусочки, когда еще они были как бы в сыром состоянии до ВТО, просто вам показать, как это все выглядит, потому что в готовых работах это будет уже все готово, а сейчас все-таки стоит посмотреть, как это выглядит в сыром виде и как это вообще меняется. Так. Первая вещь это свитер, вторая вещь это шапочка. Вот. Он только связанный, можно сказать. Кончики я почти заправила. Здесь вот еще, можно сказать, местки остались. Я просто хотела показать вам, как он выглядит, такой не постиранный и еще в таком сыром виде. Он довольно смешно выглядит, он такой пошмяканный. Тут у меня платочная вязка и 10 рядов резинки 1 на 1. Узор позаимствовала от Brooklyn Tweed. У них есть описание на, похожий свитер, так, только там, конечно же, он по-моему, идет не с регланом, а с вточным рукавом. И, он по-другому выглядит. Но, в принципе, идея та же. Мне она понравилась, я решила реализовать в хлопке. Там у них, по-моему, из мериноса он сделан. Посмотрим, что выйдет, потому что, как я сказала, сейчас это довольно смешно выглядит. Надеюсь, что все разгладится, когда это постираю. Вязала я из хлопка. Это хлопок от Hobby, Rainbow Hobby. Наводится. В 50 граммах. Так. В 50 граммах 170 метров. 100% хлопок. Я, в принципе, очень много изделий из него вяжу. И ушло у меня на это все 6 мотков. Это я уже поотрезала, и вот еще 2. Честно говоря, это очень много. Я была удивлена, потому что на предыдущие свитера у меня уходило по 5 мотков. Ну, я, конечно, подумала, что да, узор много съест, но я никак не думала, что я в 6 мотков не уложусь. Я переделала горловину и переделала практически всю кокетку, потому что когда я доходила, уже у меня заканчивался моток, у меня просто-напросто оставалось очень много линий, очень много петель вот здесь вот. Я все закрыла, я все сделала, но горловина была очень широкая, она была некрасивая. Вот здесь как-то было криво. И я все переделала, долго тоже думала, что мне сделать, потому что, пряжи не хватает, а закончить все-таки это надо. Посмотрела, какие у меня есть цвета, и нашла вот такую пряжу. Я не знаю, что это за пряжа. Я ее когда-то покупала тоже в этом же магазине, в Hobby, но я так и не нашла, кто ее производит, кто вообще еще ее продает. Называется, наверное, Farmers Yarn, я не знаю, Cotton 8х4. В принципе, это та же ниточка, что и вот это вот. Может, не такая пушистая какая-то, но, в принципе, она должна быть такая же, насколько я смотрю. 50 грамм, 170 метров. Стирка точно такая же, как и для этой пряжи. По-моему, она такая же. 63-й цвет. В общем, решила 3 полоски сделать этим цветом. И тогда мне все хватило. Я довязала всю оставшуюся пряжу до конца и сделала подгиб здесь. Вот. Так что буду стирать, посмотрю, как это все сидит. Чуть-чуть колокольчиком идет вот здесь вот, но у меня уже было в каком-то свитере так похоже. И потом после стирки все исправилось. Так что посмотрю, насколько он растянется, насколько он разровняется. И покажу вам уже это все в готовых работах потом. Сейчас просто показываю еще, можно сказать, почти процесс. Так, еще одна работа. Полуготовая, я бы сказала. Это шапочка двойная, резинкой 2 на 2 из мериноса вот такого вот. Это 100% меринос от фирмы Камарозы.
В 200 метров на 50 грамм. Спицы рекомендуют 2,5-3. Я вязала на 2,5. Хотя, честно говоря, если бы у меня было больше времени, я бы, наверное, на двоечке вязала. Ну, на 2,5 тоже все хорошо. 4 на 16. И цвет у нас здесь 1980. Цвет такой, как Ян сказал, золотой. То есть он что-то ближе к каштановому, но больше все-таки желтизны в этом каштановом. Трудно мне сказать. Тут написано, но я, честно говоря, датского не знаю. Это датская фирма. Не знаю, что это значит. Вот такой у меня получилось. Сейчас, конечно, тут петли довольно кривоватые. Думаю, после стирки все это выровняется. Вязала шапку от макушки до макушки. Честно говоря, довольно удобный способ. И шапку резинкой 2 на 2 или любой резинкой вы не свяжете по-другому. Потому что петли будут переставлены, если вы это будете набирать на бросовую нить. То есть в любом случае надо было вязать от макушки до макушки. Набирала 16 петель. Это закрытие, это не начало. 16 петель, распределяла по 2 петли, выделяла вот эти вот, где делать прибавки, ряды, и просто делала прибавки. Вязала я здесь до того момента, как мне казалось, будет подходить Яну на голову. И думаю, что это довольно хороший способ. Я мерила. Померила один раз, когда дошла, посмотрела. Решила, что все-таки надо еще один добавить. Вы добавляете, получается, 2, 4, 6, 8. Так? 8 на 4 – это 32. То есть одна, можно сказать, прибавка – это 32 петли. Так, то есть, ну, в смысле, один ряд прибавок, потому что вы не можете давать прибавки, например, вот здесь вот, да, то есть вам надо закончить. И я постирала, и вот что у меня получилось. Посмотрите, насколько выровнялось полотно, какое оно здесь было. В принципе, оно здесь было довольно ровненькое, но здесь оно вообще просто идеально. Мне очень нравится, как это все вышло. И еще мне очень нравится, что петельки ровные, они не такие, как часто видно в мериносе, когда одна петля как-то идет криво. Здесь эти петельки очень ровные. Посмотрите. Пряжа чуть-чуть пушится, но не закатывается. То есть пушится она, во-первых, из-за того, что это первая часть. Она там терлась у меня, пока я ее вязала. Но, конечно же, настолько она, как меринос от Baby Merino, не закаталась. По крайней мере, пока. Поносим, посмотрим. И параметры тоже особо не изменились. Смотрите, я вот так вот положу. Здесь кажется даже, что пряжа косит чуть-чуть. Полотно косит. Но вот здесь вот видно, что все выровнялось, что все ничего не косит. И, в принципе, вот эти вот размеры в ширину особо тоже не поменялись. Подозрение у меня, что поменялись вот здесь вот в длину, что петельки просто вытянулись и выровнялись, потому что это полотно сейчас, оно довольно, на ощупь оно намного жестче. Так? В принципе, как и каждый меринос до стирки. Здесь полотно уже такое льющееся и довольно мягенькое. Вот. Но это буду все мерить, узнавать. Дальше. Я сделала замеры вот по этой части, но, честно говоря, не помню, где они у меня, надо будет найти. Так что буду стирать и буду потом вам показывать, что это получилось. Думаю, что мы даже успеем поносить, потому что погода как раз располагает к ношению таких вещей. Вот. И у меня был еще один цвет этого мериноса. У меня был еще вот такой вот цвет. Это цвет 1809. Написано красный, какой-то там оранжевый. В общем, когда я покупала, это был кирпичный цвет. Очень красивый цвет. Он такой неоднородный, тоже меланжевый. Микс, как сказал бы Дропс. Вот. У меня их 6 мотков. Была уверена, что 5, но нет, 6. Я, наверное, брала на свитер для Яна. На свитер мне, конечно, было бы много. Тут по 200 метров. Но ввиду того, что шапочка, которую я сделала, вот она у меня, даже покажу, она сильно очень растянулась после носки. Она, в принципе, сейчас на меня подходит. То мне надо было срочно вязать еще одну такую же шапку. Пока у нас было тепло, я вязала, потом у нас вот сегодня тоже включительно довольно холодно, сегодня 10 градусов, но завтра опять начинает быть тепло, так что время, в принципе, есть, и время было, и поэтому я ударными темпами решила все-таки не вязать из этого
свитер, а связать шапочку. Почему? Потому что я связала образец. У меня был, знаете, как всегда к пряже присоединяют, дают как бы пробники, вот что-то в этом роде, то в одной из посылок мне тоже дали пробник на пряжу, вот на эту. Это вот цвет 1710. И я, честно говоря, удивилась, зачем мне его дали, потому что я довольно много этого мериноса купила, но он сейчас вот очень пригодился именно на образец. Я вязала по кругу, потому что я свитер собиралась бы вязать по кругу. И вы знаете, когда я его связала, я вязала на 2,5, я так подумала, что нужен ли мне вообще такой вот тоненький свитер. То есть у Яны сейчас есть 2 свитера, он их носит. Я бы его вязала очень долго, месяца 2 так точно, а нам свитер все-таки нужен был бы сейчас. Вот. И опять же, я решила все-таки эту пряжу пустить на шапку, потому что та шапка была не очень, как сказать, ну, вышла как вышло. Вот. Поэтому я начала вязать из этого. На ту шапку у меня ушло 2 мотка, и на эту шапку мне тоже шло 2 мотка. Вот что у меня получилось. У меня получилась вот такая вот длинная колбаса. Здесь я вязала на один раппорт меньше, чем в той шапке. Там я вязала, я скажу вам, сколько между клинями. Там у меня было 44 петли, 44 на 4 будет полностью. Так, в смысле, после этого я переставала делать прибавки. Здесь я сделала на один раппорт меньше. И здесь у меня было 36 петель. Это 44 минус 8. Так? 36 петель. Сейчас вот постираю и посмотрю, ну, подходит ли это вообще, налезет ли она теперь на Яна. Надеюсь, что налезет. Вот. Честно говоря, вот если так посмотреть, что интересно, пряжа косит. Здесь вот видно, в той еще не так было видно, а здесь видно очень, что она косит, прям вот аж в бок переворачивается. Но надеюсь, что после стирки это все-таки пройдет, эта косина, потому что в той шапке это прошло, этого уже не было после ВТО. Ну и тоже интересно, как это будет видно в лицевой глади. Здесь слишком маленький образец, чтобы сказать, косит она или нет. Здесь вроде бы не косит. Вот. Но в лицевой глади при большем полотне вполне возможно, что она бы тоже косила. Хотя мне кажется, что такая пряжа, она довольно небюджетная. Она у нас стоит 28 злотых. Это где-то 28 на 5. Ну, где-то около 6 долларов. Или евро. Сейчас, в принципе, одна цена. Вот. И, ну, мне кажется, что она не должна косить. Ну, посмотрим. Трудно сказать. Что интересно, я вывязала 4 мотка, уже вот вяжу 5-й, и мне не попалось ни одного узелка. Для меня это что-то такое вообще нереальное, но вот такое, такое случается, как оказалось. Вот, так что пойду эту стирать шапочку. Как раз нам сейчас можно будет ее носить утром, когда мы идем в садик, потому что у нас в следующую неделю опять передают потепление. Будет 17, 18, 19 градусов. У нас как-то поменялось местами сентябрь и октябрь. Сентябрь был очень холодный, а в октябре вот средняя температура 18 градусов. То... Вот. Но утром, утры все равно холодные, и утром можно это все надевать еще. Хотя мне кажется, что если это будет с подворотом, кстати, она вот так вот будет, то она может быть довольно теплая. Несмотря на то, что это меринос, но ввиду того, что она двойная, и вот, еще как была бы с подворотом, то она была бы довольно теплая, мне кажется. Вот. То даже как бы на там 0 каких-то градусов или на... Тут не до конца, по-моему. Вот, или даже на, не знаю, 2-1 градус, то она как раз была, очень подходила. Вот. Это такая шапочка. Я ее вязала, начала вязать. Когда начала вязать, я отложила другой процесс. Отложила другой процесс из тоже такой же пряжи. У меня таких тоже 6 мотков, тоже Камароза Яку. И это у нас цвет 1752. По-моему, называется серый, но он такой, знаете, серо-синий. Синим оттенком. Я бы даже сказала, что он больше синий, чем серый. Ну, красивый тоже цвет, но я бы сказала, что он не детский больше. Это все-таки более взрослый цвет. И я из этого начала вязать мужу шапку. Вот. И тут я добавила еще один раппорт. Тут у меня
44 плюс 8, сколько это будет? 52, да, между этими, и 52 на 4, вот это такое у меня будет здесь, такое количество петель, вот, потому что у мужа охват головы 60 сантиметров, и ему надо шапочка побольше. Вот, тоже хочу теплую связать, потому что зима непонятно какой будет, особенно в Украине. Так, и что у меня теперь осталось? Сейчас, в принципе, я могу начать вязать что-то потеплее. У меня был, до сих пор есть, есть пряжа альпака от Drops. Это, сейчас скажу, как она называется, Пуна. Очень давно у меня лежит, и сейчас думаю, что в самый момент можно было бы из нее начать вязать, но это все-таки было бы довольно теплое изделие. Я думаю, что я его начну ближе к зиме. А сейчас все-таки свитер теплый какой-то нам нужен. Хлопковый хлопковым, конечно, но все-таки что-то теплое, шерсти неплохо было бы иметь. И я вспомнила, что у меня же есть шерсть. Я же покупала довольно много шерсти. Вот у меня есть такая шерсть. Не помню, показывали вам распаковку или нет. Simila Cable Collection, цвет 20. Вот. Это, по-моему, органический хлопок. Да, органический хлопок. Хлопок. Органическая шерсть, стопроцентная. 145 метров на 50 грамм. Почему-то рекомендуют спицы 4-5 миллиметров. Может, она очень раскрывается, но не знаю. Думаю, что 3 миллиметра здесь вот прям вот как раз подходит. Ниточка довольно тоненькая. У меня таких тоже 6 мотков. Я его как раз покупала на свитер. Покупала вместе вот с такой пряжей. Тоже это цвет 19. Наводится фокус, наводится. И может из этого тоже можно как бы сделать свитер. Не знаю, еще у Яна спрошу, какой точно. Это было в новой партии, как бы в новой партии заказа. Я купила эту пряжу в полцены. За полцены это так ориентировочно моток стоит, как моток Drops Baby Merino без распродажи. Так, то есть цена очень даже такая неплохая на такую шерсть. Она очень мягкая, она вообще не колючая. И хотя, несмотря на то, что это стопроцентная шерсть, не знаю, может, где-то написано, что это мериносовая, но вроде бы нет. 100% шерсть. Нигде нету намека, что это меринос. Вот такая цепочечка. И поэтому как бы думаю, что неплохой цене я купила, а купила я ее так, потому что, скорее всего, она распродавалась, что ее больше не производят. Где-то промелькнула информация на странице от BC Garn, что там тоже распродавали, по-моему, последние цвета. И вот здесь вот я, скидка 50% довольно неплохая на такую хорошую шерсть. Поэтому думаю, что просто ее больше производить не будут. Или перейдут на какую-то другую, не знаю, версию. Но из того, что я вижу, больше такой нету. А еще когда-то давно я тоже купила вот такую желтую. Тоже 6 мотков. 6 или 5, не помню. 6, наверное. 11 цвет, чтобы вязать свитер. И один моток вот такого вот, чтобы связать такие полосочки по рукавам. Это цвет 14. Вот. И думаю, что, в принципе, можно из этого связать. Можно связать, сочетать или вот так сочетать, или вообще вот так вот сочетать. Они все, по-моему, эти цвета очень хорошо сочетаются. Так что надо будет подумать, надо будет еще Яна спросить, какой цвет он больше хочет. Вот. Так что, в принципе, сейчас я могу спокойно начать уже это вязать. И, наконец, еще связать себе шапку, тоже из пряжи этой же. Я покупала 3 мотка на себе на шапку. Это цвет 2, песочный такой. Я уже знаю, как себе вязать шапку, чтобы она мне наконец-то подходила. Вот, надеюсь, очень надеюсь, что в этот раз все-таки все получится, и мне не надо будет ее ни распускать, ни переделывать, ни кому-то отдавать. Вот, потому что она получилась или большая, или слишком маленькая. Вот. В общем, такие у меня новости. Потихонечку буду дальше все продвигать и делать. Сейчас у меня уже спешки нет. Еще, может, снуд сделаю вот из такого, из этого мотка или из 2. У меня еще 4 есть их к шапочке. Так что есть как бы такие планы. Посмотрю, как будет получаться по времени. Вот. Что у меня получилось, как это все выглядит после стирки, как это все выглядит после ВТО, как это все носится, я вам покажу уже в видео о готовых работах. Традиционно под конец осени. А сейчас спасибо большое за внимание и до новых встреч!
И бонус для тех, кто любит смотреть до конца. Я вам говорила, что я купила пряжу. Пряжу носочную. Я совсем забыла, честно говоря. Я же носки собиралась вязать. Сейчас чуть пошуршу. Я купила Drops North. Я вам сейчас покажу просто цвета. Это пробник. Так, тут у нас Nord. Очень похоже передается. Так, какой у нас тут номер? Номер 21. Купила всего по два мотка. Это, где у нас тут состав? 45 альпака, полиамид и шерсть. Такой состав. Еще купила 11 цвет, оранжевый. Он чуть-чуть более идет такой, более оранжевый, а не красный. У вас передается он как красный. Сереньких купила на мужские носочки и на... Я тоже серый цвет люблю очень. 5 цвет. Это светло-серый. Мягенькая очень пряжа. И это... это тот же самый. Это 6 цвет. Тоже. И, честно говоря, вот этот цвет меня очень удивил. Он такой ярко-ярко синий. Такой, ну, королевский синий, он, наверное, чуть посветлее. Но это вот просто вот вообще синий. 15 цвет. Так что спицы я к этому тоже купила. 4 пары на двоечке. Хочу это попробовать вязать. Так что буду учиться. Я, честно говоря, никогда носки не вязала. Сейчас попробую. Может, все-таки что-то получится. И еще блокаторы купила. Вот такие вот. Я, честно говоря, не знаю, как их использовать. Никогда не пробовала. У нас, честно говоря, блокаторы какие-то жутко дорогие были. Я их купила на... В общем, их с Китая привезли. На нашем Allegro. И я так поняла, что здесь вот это вот размер, он регулируется. Стопы. Но где какой размер, я вообще без понятия. Вот. И у меня подозрение, что будет не очень так удобно надевать носочек вот в таком положении, когда здесь дырка. Ну, не знаю, попробую, что это такое вообще. Эти довольно дешевые были блокаторы. Но посмотрю, как это будет работать. Что-то у меня сомнения некоторые есть по их поводу.